Всем привет! Вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить Тауматург. В прошлый раз закончили на том, что справились с этими с бандитами, или кто они там были, вандалы, я хз. Смотрим, что тут у нас. Выброшенный лом. Жалкие потуги вскрыть гробницу ломом ничем не увенчались. Примитивный инструмент в руках примитивного человека. Холодная сталь звенит от желания разрушить нечто чуждое и народное, оскверненное магией. Вао говорит, что так надо. Надпись на надгробии «Изыди, демон». О. Они думают, что отец демон. Что ж, не стану их разубеждать. «Изыди, демон». Прикольно. Пошли посмотрим, что тут еще есть. А, ты типа хочешь, чтобы я пошла искать всякие зацепки? Давай я поищу всякие зацепки пока. Что тут, что-то есть? Да, пройди, пожалуйста. Надгробие с могилы Виталия Горемыкина. Надгробие пронизано мертвецким холодом и словами молитвы могильщика. По мрамору блуждает беспокойство. Мертвецы утратили покой, идут против законов природы. Это представник конца света, уже третий за неделю. Что там может еще? Опа. Лепестки лилии, белые венущие лепестки. Последние лилии в саду, сорванные с намерением подарить ей радость, упали на холодный камень, когда он увидел ее с другим. На символ чистоты пролились чернила. Она еще пожалеет о своем решении. О май гад. What? Я что-то еще не нашла. Я что-то еще не нашла, или ты просто меня достаешь? Давай подождем до ночи. Некоторые задания можно выполнить только в определенное время дня. К счастью, по всей Варшаве стоят скамейки, на которых можно отдохнуть и скоротать время. Подождем-с. Поговорить с упырем, давай. Скучал по этому городу. Я так понимаю, как... И я нет. Я так понимаю, когда он один раз бьет палкой, это значит нет. Когда два раза, это значит да. Но, возможно, я ошибаюсь. До ночи. Да, давай, kill some time. Итого. Где? Я подождала до ночи. Где? Hello? Господи боже, не пугайте так. Я просто проверяю, что мертвецы лежат себе, как им и положено. Вы хорошенько отделали этих молодчиков у гробницы, да? Я слышала отголоски. Спасибо, но они были не в настроении разговаривать, а у меня есть вопросы. Может, значит, я чем помогу? Мрачная у вас работа. Ну, знаете, как по мне, так лучше это, чем мучиться с пьяницей в трактире или болтами на заводе. В натуре. Мертвецы спокойные и предсказуемые. Есть такое. Если не начинают переть из могил, конечно. Что еще за вау? Те молодчики у мавзолея как-то с ними связаны. Так называемое варшавское антидауматургическое общество, значится. Кучка сумасшедших. С тех пор, как ваш отец был здесь упокоен, они не угомонятся, все глотки рвут у стен кладбища. А где значится найти их главных? Что, вышли на тропу войны? Вон один за стеной подначивает толпу, спросите у него. Когда вы закончите у мавзолея, я могу открыть ворота. Смогу.
Фанатики из ВАО, по словам могильщика, значит, Варшавское антитауматургическое общество, их агитатор ошивается под стеной кладбища. Вендетта. Некое Варшавское антитауматургическое общество избрало отца своей целью номер один, на что я при нормальных обстоятельствах и бровью бы не повел, но методы этих товарищей настолько низкие, что я не мог оставаться в стороне. Их агитатор ошивается под стенами Павонского кладбища. Надо его найти. Да. Удачи. Дайте мне знать, когда с ними разберетесь. Только не говорите, что я опять должна с кем-то драться. А то мне... Не то чтобы сильно плохо, но... Ну ладно. Не бывает фактов, которые невозможно исказить. Члены Варшавского антитауматургического общества убеждены, что тауматурги на завтрак едят мозги младенцев, запивают слезами девственниц. В общем, сборище дурачков, которые в любой непонятной ситуации начинают паниковать и злиться. Неудивительно, что члены ВАО не слишком жалуют мое семейство, впрочем, меня это совершенно не волнует. Эйблизмы! Юй! Юй! Чё, где этот чел? Плакат ВАО. Держите тауматургию подальше от святынь. Броско, но сдается мне незаконно. Мысли человека, работавшего над транспарантом, мечутся по ткани, как заблудшие овечки. Первая овечка нетерпеливо бродит туда-сюда, вторая овечка дружит от страха. Третья овечка посмеивается над содержанием транспаранта, четвертая слоняется в раздумьях. Hello, что это у вас тут? Листовка ВАО. Варшавское антитауматургическое общество 3-й год ведет борьбу со всевозможными проявлениями тауматургии в общественной сфере. Мы убеждены, что существование и деятельность темпераментов представляют смертельную угрозу нашим согражданам, цивилизации в целом. Так давайте же объединим силы и остановим рост этой гнойной язвы на теле истории. Не позволим тауматургам осуществить свой многовековой замысел, а именно захват власти над человечеством. Поддержите нашу борьбу денежным взносом. Мы принимаем чеки, наличные, любые другие формы пожертвований. Пожалуйста, присылайте пожертвования на имя ВАО по адресу Млынарская, 10, Варшава, Польша. Мы также приглашаем вас вступить в наши ряды. Набор новых членов ведется ежедневно. Так. ВАО ищет новых членов и собирает пожертвования. Их штаб находится на задней Млынарской, 10, недалеко от кладбища. А может быть, я такая возьму и схожу туда? Нет, не схожу. Видать, не схожу. Ладно, пойду поговорю, значит, с ним. Что хочешь мне сказать, может? В последнее время чувствуете себя устало? Донимают жены, куры, дома скисает молоко? Всему виной темперамантия. Проклятие, с глаз черная магия. Да, это все так. И вообще это все ведьмы. Хватит, не могу слушать эту чушь. Это вы заправляете ВАО? Смотрите, кто пришел. Колдун-темперамент, враг человеческий. Противник веселья и похититель детских улыбок. Хорош. Еще раз спрашиваю, кто заправляет этим цирком? Председатель все нам про тебя рассказывал. Если хочешь что-то сказать ему лично, читай брошюру, как все. Читать-то ты умеешь. Крикун просто делает свою работу. Верит вам в свои лозунги или ему их написали, мне не важно. Он лишь пешка, я ищу короля. По следу. Крикун и листовка приведут меня к цели. Нужно навестить это ВАО, проверить, как идет привлечение новобранцев, и заодно так или иначе с ними разобраться. Если кладбище для вас священно, то как вы объясните осквернение могил? Это все твоя вина. Темная энергия проникла в землю, мертвые негодуют.
Нужно отвести злые силы. Ясно. С вами разговаривать бесполезно. У тебя нет права говорить, ты не имеешь права даже стоять на этой священной земле. Ничего себе, ты кто такой? Чтоб мне это говорить, вообще-то приехали. Здрасте. Вынужден не согласиться с некоторыми вашими заявлениями. Это какими? Жены донимают. Этому есть объяснение попроще. Если бы у меня муж был такой же полудурок, я бы тоже был на взводе. Хорош. Лучше идите домой и дайте им то, чего им так не хватает, как настоящие мужики, а не ходите по дурацким собраниям. Вот ты, когда ты в последний раз жену ублажал? Я... Так-то давненько. Пойду попрошу у нее прощения. Хорош, туда их. Я тоже пойду к своей галлюцинации. Пока-пока. Всем пока, удачи и всего хорошего. Что ты натворил? Кого мне теперь агитировать? Не знаю, мне насрать. Честно говоря, кого тебе агитировать так-то? Идеально, просто идеально, боже. Не, ну хорош, мне понравилось. Not bad. Куда я бегу хоть? Hello, sweet secret. Угу. Sweet Secret. Окей, губная помада, металлический тюбик кармина. Помада выпала из окна дилижанса. Возможно, не стоило поправить макияж под шофе. На крышке осели слова страсти. Она умоляла его взять ее с собой. Обещала, что станет известной на весь новый свет танцовщицей, и все будут ей завидовать. Оттенки белого. Людская зависть не знает границ, так зачем уделять ей внимание? Геральдические лилии — это смело. От жаккардованного жилета глаз не отвести, а о рубиновых цветах будут говорить неделями. Скромность — добродетель, не присущая моде нового света, так что пусть себе завидуют. Секретики. Хорош. Штаб Вау, прикол. Я тут, привет. Они так спокойно вообще... У них дверь открыта на постоянке или что? Ну, просто заполните бланки А1, Б и Д12, заплатите вступительный взнос. Да он же колдун. Кто главный в этом гадюшнике? Я, Владимир Конечный, председатель Варшавского антитауматургического общества. Я прочитала не так. И ты должно быть либо чересчур дерзкий, либо слишком тупой, раз явился сюда. Я не хочу разбираться с ними, начать с вежливого. Нет, сначала обратить внимание на то, что они назвали вас темпераментом. Моему папеньке нравилось слово темперамента, но очень надеялся, что оно приживется в польском. Хотел бы я сейчас видеть его лицо. Давай ближе к делу. Поговорим как цивилизованные люди. У нас с колдунами разговор короткий, они не люди, как вампиры, терроризирующие кладбище. Какие вампиры, что ты несешь? Опомнись. Чего ты хочешь? Мои решения закрыли этот путь. Почему? Я не хочу закрытый путь. Я хочу открытый путь, понимаешь? Я жду извинений. Моего любимого папеньки могила была осквернена. Я ни за что извиняться не собираюсь. Мы боремся с черной магией. Благородное дело. Ага. Или ты извинишься, или я тебе голову разобью. Вальдус, пойдем. Нам незачем. А чё? Ты пришел разрушить мою жизнь? Теперь я тут осмотрюсь. Пожалуйста, без глупостей. Изи. Я буду здесь ходить, понятно? Кажется, рядом что-то есть. Боже, это так... Почему вы позволяете разгуливать? Ну, наверное, потому что он колдун, и пусть видит, что нам нечего скрывать. И, ну, вы же знаете, да, что смысла с ним драться нет, не особо-то и много. Беседы с мастерами тауматургии. Беседы с мастерами тауматургии. Приложение главные угрозы, представляемые тауматургами, и как себя от них защитить. Тьма поглощает наш мир не сразу. Она прячется в подворотнях, копит силы, дабы однажды вырваться на свет. Посему дарим мы читателю это пособие, раскрывающее правду о тауматургии и той угрозе, которую она представляет миру. В последующих главах мы подробно остановимся на следующих темах.
Предисловие. Что нам известно о тауматургах? Физиология тауматурга, форма черепа, предрасположенность к черной магии, часть первая. Тайные встречи тауматургов, приложение 1, влияние на сознание человека, чары, гипноз, как от них защититься. Жертва тауматургии, статистика. Тауматургия – источник болезней, эпидемий человека и животных, ритуалы и похищения детей, встречи с драконоидами, заклинания, обряды и амулеты против тауматургии. Мы призываем всех к прочтению этой книги, врага нужно знать в лицо. Ого. Не знаю, чьей руке принадлежит сей труд, но он как раз в духе Вао. Обложка страницы, печатные буквы, все пропитано неприкрытым глумлением и скепсисом. Читатель этой книги явно не воспринимал ее содержимое всерьез. Я буду ходить здесь как у себя дома, потому что я могу. Незавершенный транспарант ставлю на то, что этот выйдет лучше всего. Сроки поджимали, но сомнения не позволяли закончить работу. Не могли, что ли, понятным языком сказать, чего хотят? Я позже с тобой поговорю. Сначала осмотрю тут все. Письмо от прусского чиновника. Письмо от прусского чиновника с благодарностью за ценную информацию. В нем упоминаются деньги, которые Владимир получил за помощь. Ну да. Владимир ведет переписку с революционерами, которые желают использовать растущее ополчение ВАО в своих целях, предлагают щедрое пожертвование за содействие. С кем бы поделиться этой компрометирующей ВАО информацией? Скомканное письмо. Всемирное антитауматургическое общество. Лондон. Господину Владимиру Конечному. Благодарим вас за письмо. Мы изучили отчет о деятельности Варшавского общества, остались под впечатлением от продемонстрированного вами энтузиазма. К сожалению, отвечая на ваш основной вопрос, мы вынуждены констатировать, что не видим возможность включить Варшавское общество в нашу структуру в качестве местного филиала ВАО. Наша организация не одобряет разжигание ненависти в подобных масштабах. Более того, мы придерживаемся позиции, что тауматургия может быть излечена, и избрали именно такую стратегию борьбы. Выражаем надежду, что Варшавское общество когда-нибудь придет к похожим заключениям. Искренне ваш Джордж Кеннет Карлайл, председатель Всемирного антитауматургического общества, перевод Янины Чижиковной. Господи. Надо же, неужели Всемирное антитауматургическое общество не воспринимает Варшавское отделение всерьез? Извините, у меня понемногу начинает заплетаться язык после 3,5 часов записи. Что-то не сходится. Слово 3. Нет. Смотри, как я беру. Сейчас и... Я не могу вкачать слово. Я не могу. Потому что у меня нет возможности его вкачать. О, я просто... Значит, я отсюда уйду сейчас. Рукопись «Мой путь чести», глава 1, пробуждение. Желание менять мир к лучшему, защищать слабых должно быть главной целью моей в жизни любого человека. Господи, сейчас, секундочку. Окей. Зачем? Рукопись «Мой путь чести». Он посвятил жизнь борьбе с тем, значение чего не понимал. Печальная судьба. Дайте почитать. Блин, я случайно его закрыла. О май гад, Тено. Где-то я могу это найти? Текст. Я не знаю, как она называлась, блин. Я, наверное, отсюда пока что уйду, потому что у меня нет третьего слова, я не хочу этим заниматься, когда у меня нет возможности сделать задание полностью. Я подожду, пока у меня появится возможность купить слово. Ну, типа, тогда ок. Так, в смысле? Только что она мне показывала, куда идти, а сейчас... окей, я вижу. Журнал «Джентльмен», май 1905 года. Настоящая сенсация сезона, яркие цвета, бордовый, горничный, индиго. Они идеально сочетаются с жаккардовыми тканями и замысловатыми узорами. Обозреватели также обратили внимание на мотивы средневековья и эпохи Возрождения в современной моде.
Опа, что это? Учебник танцев. Леопольд Долинский. Современный танец. Ручная подпись на первой странице. Ян Высоцкий. Well, there we have it. Учебник танцев. Свежеизданная книга. На первой странице подпись и адрес. Урок современного танца. На Цементарной живет мастер балета Ян Высоцкий. По вечерам господин Высоцкий проводит занятия резвых западных танцев, но теперь вынужден прекратить свою деятельность, поскольку некоторые прихожане не оценили новомодных влияний. Это последний шанс записаться на урок. Давайте выполним портного задание. И я так понимаю, что мы собрали все, что можно для вот этого урока танцев. Можно тоже пойти посмотреть, что там с ним, как там с ним. Ну и можно пойти по сюжетке. Наконец-то после этого, я полагаю. Угу. Угу. Долго ж тебе бежать надо, слушай. Ого. А, я к нему уже прям, я все? А, да? Круто. Я уже пришла. Тише, я пришла. Mr. Shulsky, come in. Дать портному немного вдохновения. У меня есть для вас кое-что. Кое-что, надеюсь. Но один и тот же костюм вам носить не к лицу. Заходите ко мне, если найдете вдохновение. В смысле вдохновение? Я нашла все, что тебе нужно. А я пока вернусь к работе, прошу меня извинить. Я типа... Это задание? А, это типа задание, которое выполняется последовательно. Типа не обязательно прям сразу. Ух ты! Оттенок недоступности. Неприметные полоски атласной лацканы отлично подойдут кому угодно. Строгие брюки в полоску придадут костюму шикарный вид, да. Дворянская мода. Стрельчатый багровый плащ с золотистыми украшениями. Ну окей, ходи так. Теперь. Просто такое дело. Я поняла, это... Ходячие мертвецы. Со временем это задание, да-да-да. Я хотела посмотреть, что... Вот это. Танцы. У нас тут где? Ох, так. А, ну да. А мне сюда? Окей. Неудивительно, что набожным гражданам ректайм не по душе. Ректайм. Радость — прямая дорога к моральному разложению. Ну да, да. Прикольно. Все, давайте, все, окей, достаточно. Пошли по основному заданию. Жизнь отца. Да, это где? Это в другом месте. А, ну, здесь полоска, хорошо. А я могу по местности передвигаться, знаешь... Ага, ну да, могу я, ага, конечно, как же. Пешком я буду бежать, что я могу. Извините. А, окей. Вот это место, все, мы пришли. Очки с погнутой оправой, разбитой линзой. Прежде чем отец испустил последний вздох, его взор блуждал в поисках виновника безвременной кончины. Не опустил век, умер с широко распахнутыми глазами, сыпля молниями в своего обидчика. В погнутую оправу вцепилась злоба. Не горечь или печальный страх, столь обыденный в час опасности, злоба от того, что смерть пришла так рано. Она заявила о себе, но не спросила о незаконченных делах.
Разломанная колонна. Большая колонна, треснувшая пополам. Из колонны вырывается неистовая ярость, сбросившая оковы тела. Один удар обрушил целое здание. Он был нанесен тяжелым кулаком, наделенным колоссальной силой. Хаос. Я ощущаю лишь хаос, лишенный хоть сколько-то связанной мысли и цели. На поверхность беспорядка прорывается разрушенное, сотворенное слово в недрах того, что его учинило. Человек пробил кулаком. Ну, необыкновенной силы, окей. Ботинок. Поношенный кожаный ботинок весь в пыли. Хозяин этого ботинка был наделен горделивым духом, не боялся ничего, а смерть держал за незваную гостью, которая только нарушает порядок во вселенной. Твердо стоял на земле, и даже когда ощутил на шее дыхание смерти, не поддался инстинкту бежать. Да, ботинок принадлежал отцу. Гибель отца. Место отмечено памятью об отце. То, что от него осталось, завершает образ неуступчивого человека с твердым сердцем. Любопытно, что он предвидел смерть, ждал ее, только она пришла раньше, чем явно его расстроила. На то и колдун. О, привет. Смерть явно не застала отца врасплох. Он ее будто ждал, но позже. Кажется, он хотел закончить какое-то дело, но смерть ему помешала. А этот дом. Не мог же он просто взять и обрушиться ровно в тот момент, когда отец шел мимо? Ты кто? Чё ко мне пристал? А, какого? Перевод, просто локализация колоссальная. Держи его, ага, ту же. Локализация просто колоссальная, правда. Что, книгу? А, забрали? Молодцы, ладно, пора будить ублюдка. Кто такие? Что надо от меня? Вейки. Какого? Просыпайся, Соня, я весь день ждать не собираюсь. Дай-ка на тебя взгляну. Абаурицей! Это что, чел с детства? Выглядишь не очень, красавчик. Фэнси бой, на себя посмотри. Я ждал чего-то другого. Хотя нет, да, ну я фэнси бой, а ты что? А ты отстань. А ты не фэнси. Я не буду ничего говорить, отвали. Я молчу. Вот, значит, как. Ничего, я с людьми вроде тебя уже имел дело. Ну что, сразу весло его или отметелим сначала? Ну, ребят, где же ваше воображение? Не хотелось бы потерять такую книжицу. Наверняка внутри куча всего интересного. Ну так что, поговорим? Что тебе надо? Просто объясни, что тебе нужно, и покончим с этим. Не тебе тут условия ставить. А ты рот закрой. Да, в этот раз условия ставишь не ты. В каком-то смысле в этот раз. В прошлый раз как было? Помнишь, ты сказал подождать подмогу у тебя на даче, вот только вместо нее явились легавые. Я оказался на улице, а батя в тюрьме, где он и помер. Да ебаный в рот, Виктор, мы с тобой вместе нажали на курок. Нечем было бы говорить, если бы ты не спер отцовский пистолет. Вот только почему расплачиваться пришлось нам с батей, а? А, Баурицей. Я все помню немного по-другому. Ну-ка, мне прям любопытно. И что ж ты помнишь, что ни в чем не виноват? Ну, еще как виноват. И ты виноват, но самая большая вина лежит на моем отце. Надо же, какое совпадение. Папаня-то твой уже оправдываться не станет, не так ли? Я не собираюсь тебя переубеждать, мы с тобой были безмозглыми мальчишками. Прошлое не изменить. Да, поддавшись дурному предчувствию, решил обо всем он забыть. Голос за дверью. Нет, Джинс, где эта крыса? Какого? Тут опять... Что? Ага. Похоже, у тебя появился шанс исправиться.
Извините. С какого перепугу я должна тебе помогать? Покажи этим мудакам, что с пиками шутки плохи. Чел, ну, я не знаю ситуации всей, но что-то мне это вообще не нравится. I'll take a look around. Надо бы осмотреться. Ежедневный курьер. Трагедия на Маршалковской улице. Обрушение дома унесло жизни нескольких человек, среди которых известный варшавский предприниматель Станислав Шульский. Никто не знает, что привело к катастрофе, пока выдвигаются такие версии, как изъяны в конструкции, спланированный теракт. Мы можем с уверенностью сказать лишь одно. Трагедию невозможно было предвидеть. Шок и трепет. В доходном доме проживало 4 семьи. 3 из них сегодня оплакивают своих близких. Среди жертв дети семьи Богуславских, господин Градецкий с супругой, а также Францишек Канцклов. Господи, боже мой. У меня и так язык заплетается, куда вы еще? Владелец фабричного склада колясок и льняного полотна. Полиция занимается расследованием обрушений, призывает жителей проявлять осторожность на улицах города. По-моему, мы такое читали, похоже. Долговой список. Сентябрь. Алоис Гаевский, 200 рублей, срок окунуть в навоз. Ян Мазур по кличке Рыжий огрызался, срок 5, выбить зуб, если не извиниться в письменном виде. Юзеф Ландау, долг 50. Сломать один палец за каждые 10 рублей задолженности. Ян Фрычка, долг 235, срок уплачено. Грыбать, да вы что, гоните? Дай сохранюсь. Опять вы, ублюдки. Надеюсь, у вас есть хороший повод мешать мне во время очень важного разговора. Это судьба. Мы бросили монету, и нам выпала тренировка. Вот решили отработать на тебе боксерские приемчики кое-какие. О, это кто? Перья, клюв, я тебя знаю. Ты... Черт, не помню. Я хочу его себе. Пиздец. Но сегодня вы об этом пожалеете. На моей стороне сам заклинатель чертей. Покажите им. Кретинам, Виктор. Да какого фига вообще, а? Упырь. Луковец. Давай, давай, ладно, давай, окей, давай. Почему я должна драться с вами вообще? Это не мои проблемы даже. 5, 11, 14. Кто тут 14 наносит-то? Ты? Минус черта. Так, ты. Угу. А я что буду делать? А я вот сюда пойду. Угу. Ого, кровотечение дал. Смотри. Ты чё? Ты чё? Это пагубное состояние или нет? Это типа пагубное состояние считается? Я просто не совсем могу это понять. Ну, сейчас посмотрим. Да, видишь, убрало кровотечение мне. Ха-ха-ха. Почему именно меня? Там же есть еще кто-то. А, спасибо. На этот раз не меня. Изи. Угу. Как классно, когда есть отхил. Реально. Реалу.
Не, долго. 11, 14, 5, 9. Кто тут 14? О, красиво. О, красиво, красиво. Хорош. Вопрос, а мой чел уже все? Или ему вообще там все равно, я не пойму. Я могу его... Не могу. Боже, чел, ты так долго с этим будешь. Снимите, пожалуйста, с меня пагубное состояние, я их как-то даже не заметила. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ну ладно, ничего, нормально. Снижает получаемый урон на 80. По какой причине? Окей. А ты не перестаешь удивлять. Отличное начало вечера в кабаке у Неджица. Вы что, приколисты? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, наливай всем. Какого фига тут происходит, извините? Вы в порядке? Ладно. Старая дружба превыше всего. Вот, держи. Польская, чистая. Богиня возлияний. Ну, здоровье, кто знает, что за дрянь ты пил за границей. Ну что, мы в расчете? Я тебя выручил, так что забудем старые обиды. Ты мне зуб не заговаривай, Виктор, мы с тобой еще не расквитались. Хорошо пошло. У меня кулаки чешутся. Пошли с кем-нибудь подеремся. С катертью дорога. Ну что, скажешь, Виктор? Возвращаясь к теме прошлого. Нахуй прошлое. Мы живем в настоящем, так что давай ловить момент. За нас. Да точно не хочешь об этом поговорить? Я-то думал, ты меня за этим похитил. Я передумал уже. Лучше расскажи, что ты ищешь у меня в заведении. Что? Я ничего не ищу у тебя в заведении, ты меня сюда притащил и заставил за тебя драться, и как ты вообще... Что? Похоже, у меня есть чем заняться у тебя в трактире. А то, я тебе помогу. Нет, это занятие для тауматурга. Мне кажется, здесь завелся салютер. Какого хуя? Как ко мне в заведении демона приволок? Ну ему... Хотя, может, демон мне рекламу сделает? Слушайте сюда, с сегодняшнего дня трактир Лондон будет называться... Чёртова нора! Расскажите всем, что это единственный трактир, где можно хлопнуть стопку в компании самого дьявола. Как мило. Я не могу. Давай так, ты продолжай думать, как разрекламировать свое заведение, я пойду пока осмотрюсь. Скоро вернусь. Ну давай, я пока заложу за воротник, а ты занимайся своим колдунством. Если нужна будет помощь, обращайся. Пока. Найти человека с изъяном. Классно. Классно, круто, классно.
Меню, ресторан, каштелянское меню, борщ или... А, мы это, кстати, видели. В другом месте видели. Пулевое отверстие, дыра в стене, внутри застряла пуля. От пули я в первую очередь жду следов страха, сомнения и злости. В конце концов, кому взбредет в голову стрелять просто так, забавы ради? Судя по всему, тому, кто выпустил эту пулю. Он стрелял с легким сердцем, видя в оружии исключительно источник развлечения. Ага, хихоньки-хахоньки, да. Я грибашу. Цікавенько. Рабочее движение его лидеры. Движение рабочих набирает ход, влияние его заметно не только в крупных городах. Сегодня мы можем смело утверждать, трудящиеся городов, поселков и деревень объединяются в общей борьбе за лучшее будущее, и рост движения неудивителен, ведь ему повезло иметь действительно волевых лидеров. Достаточно будет упомянуть неповторимую Розу Люксембург или Мартина Каспшака, а обаяние их личности граничит с волшебством. Послушайте их, и вы непременно примкнете к рядам трудящихся. В чем же их секрет? Отвечу без колебаний, в чистоте их идеалов. Это люди, которые трудятся на благо Родины, и мы все должны брать с них пример. Кмичец. На самом деле у нас немного времени осталось. Ну давайте посмотрим вот эти вот всякие зацепки и закончим на этом. Столб. Столб. Деревянный столб, в который метали ножи. Капли крови, просочившиеся глубоко в древесину, хранят воспоминания об отрезанном человеческом ухе. Метнувшая нож рука четко знала цель. Ухо отсечено в Гарриал с улыбкой на устах. Сознанием чуждым всякому самоанализу. Боже. Отдельные щепки все еще помнят холодную сталь. Лезвием управляло сердце, захваченное духом соперничества. Оно не помышляло о точности, только о победе, подтолкнувшей на глупость. Грязная тряпка. Обычно грязная тряпка с пятнами крови. Обычная. Небрежно брошенная тряпка запятнана свежей кровью, фатальной кровью, той, что проливается из смертельной раны. Это последнее напоминание о недавней бойне с трагическим исходом. Окей. Кленовый лист Скотта Джоплина. Стихотворение «Отчам». Очи твои полны тенями моих воспоминаний, закрой их и устреми взор вдаль. Видишь, заря, вестница нового дня. Нет, для тебя есть лишь вечная ночь. Это не очень похоже на стих. Подожди, я вижу тебя безустую, волосы длинные, как быль. Ты тело теплое в памяти. Ты гниешь, но расцветаешь фиалками. Я срываю их и отдаюсь в объятия твои. Не питаюсь ничем, не совершаю суждений и жду. Не наступает прозрение. Глазницы твои пустые, ищу я твой взор на ладони, лишь око, что смотрит безмолвно. Варшава, 1904, ясно. Еще что-то. Смешная фотография. Здесь мы наконец-то похожи на себя. В детстве мы с абурицием постоянно искали, с кем бы подраться. Приятно, что он сохранил эту фотографию. Нож. Добротный охотничий нож с гравировкой АН. Где ему только не приходилось бывать, чего только не доводилось сделать, и доставать грязь из-под ногтей, и перекраивать физиономии, всегда под декламирование стихов. Видимо, окровавленное лезвие – богатый источник вдохновения. Деревянная инкрустированная рукоять переходит в длинное острое лезвие, которое не раз упивалось кровью, избавляя людей от небольших частей тела. Этот нож – кровожадный зверь, требующий насыщения. Окей. Разбитое окно, заколоченное досками. Рядом с окном остались фрагменты человеческих тканей. Кто-то пролетел сквозь него, запятнав воспоминаниями о своем окровавленном теле. Бедолагу взяли за грудки, толкнули не сильно. И отнюдь не целенаправленно, скорее в приливе чувств. Господи, ладно, сейчас я закончу уже. Отдохну от чтения. Трактир Лондон. Лондон не мог принадлежать никому другому. Трактир идеально отражает внутренний мир Абауриции, а местные вечеринки имеют обыкновение выходить из-под контроля и заканчиваться плохо, а то и трагично для всех участников. Стены заведения пропахли кровью, глупостью и сумасбродством, и насквозь пропитаны алкоголем, разумеется. Окей, давайте, короче, на этом остановимся и в следующей серии уже продолжим. Ах, господи, да, это было хорошо, и мы наконец-то получим еще одного салютера, я так понимаю. Спасибо вам, девчата, за просмотр, и не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.